Да, счастье в даре способности делиться и отдавать. И вот как раз, если говорить о внутренних процессах, которые происходят, ведь они же происходят на физическом уровне, происходит разрушение тела внутри, люди болеют, плохо себя чувствуют, плохо выглядят. И давайте тогда расскажем о том, что когда человек становится лучше, он хорошо выглядит длительное время. Его жизнь, мы всегда говорим, ну такие банальные вещи, качество жизни улучшается, да? Но ведь долгота и длина жизни увеличивается. Есть же в этом какая-то закономерность? Ну, вот если вспомнить веды, что говорят, они говорят, что скорбь разрушает красоту, скорбь лишает счастья и здоровья, и долголетия. Эти вещи уменьшаются, если человек живет в скорби. Болезни проявляются из именно тонкой психической причины. Например, ум радостный, он вырабатывает определенные ферменты полезные. И ум завистливый, он вырабатывает яд. Человек чувствует себя плохо. Почему? Физически там яд в крови находится. А влюбленный человек вырабатывает наркотик. С8H12 азот. Вот это вот формула любви химики называют. Это вещество наркотическое, но вырабатывается в состоянии любви именно. Сам человек вырабатывает, когда любит. Он еще чувствует счастье. То есть наш ум, тонкое как бы тело, вот это внутреннее, да, чем мы живем внутри, оно образует физическое тело, качество его также. Связано это. Поэтому в стрессовой ситуации человек не может быть здоровым. Прежде всего, когда говорится о здоровье человека, значит, его ум должен быть здоров. То есть счастлив, умиротворен, удовлетворен. Если он постоянно не удовлетворен, он раздражителен. Он не может хороших слов сказать, он реагирует на недостатки, острее, чем на хорошие вещи. То есть ему просто плохо во всех отношениях. Это хороший кандидат как бы вот в клинику. А как это ни парадоксально, но вот длина жизни, ее продолжительность, она в разы увеличивается сейчас. И сегодня те люди, которым за 80, они уже даже не долгожители. Это как-то в рамках нормы, да? Вы согласны с этим? И в то же время мы понимаем, что ежедневно на всем земном шаре идет там химическая атака. Происходит, ну вот то, что мы с вами говорили, засилие электронных средств и так далее. Все это, конечно, ну скажем так, токсично для человека. А вот парадокс. Одна женщина пришла ко мне с болезнью раковой опухоли. Почему ко мне? Я же не доктор. Доктор прислал. Это мой друг доктор был, аюрведа. Мы с ним знакомы хорошо. Но он ей прямо сказал, что уже там последняя стадия, вам сейчас нужна просто как бы духовная поддержка. Ну, как бы она просила, он сказал. Она пришла ко мне за духовной поддержкой. Женщина, которая вообще не читала никаких таких книг, раньше общения не имела. Я был озадачен, как же я ее духовно поддержу, незнакомую женщину. И я спросил, ну, кто вы? Христианка, мусульманка. Она говорит, ну, я себя считаю христианкой, но не читала никогда книг священных, там, в церковь регулярно не ходит, ну, как все, то есть, ну считают себя как-то так называемым. Я говорю, вы хотите жить? Вопрос для дочери оказался очень такой жесткий. Но для нее, она говорит, да, я хотела бы еще жить. Я говорю, а зачем вы хотите жить? Вопрос, видите, прямой вопрос. Да, ну, казалось бы, даже циничный, я бы сказала. Да. Ага. Ну, я серьезно спрашиваю, да. С уважением спрашиваю. Дочь аж прям вся выпрямилась, да. Что за вопросы, да, мать беспокоит. А она думает. Я говорю, если вы хотите, если вы знаете, зачем будете жить, вы будете жить. Она говорит, ну, я бы хотела еще что-то для дочери сделать. Сколько это уже? Для дочери 30 лет. Для внуков. Еще работать могу. Я говорю, ну вы это уже все сделали, уже выполнили обязанности, так? Да. Подумайте, есть у вас другой смысл? И она мне говорит от сердца вдруг. Я не знаю, говорю, зачем мне нужно жить. Я говорю, давайте сначала почитайте, говорю, вы христианка, значит, почитайте Библию. Да. Через 3 дня приходите ко мне. И расскажите, зачем вы хотите жить, что вы хотите. А потом дальше поговорим. Она настолько серьезно восприняла, ушла, через 3 дня вернулась. Улыбается. Лицо другое. Я, говорит, я поняла, зачем хочу жить. Я говорю, зачем? Говорит, я хочу обрести любовь к Богу. Я был на самом деле ошарашен. Перед лицом смерти человек осознал самую важную вещь, оказывается, что вот вывод всех писаний мира, любовь к Богу, это что-то такое, знаете, невероятное. И она говорит, я хочу любовь к Богу. Я говорю, ну тогда вот, если вы христианка, делаете то-то, то-то, если нет, то я могу дать метод, которым я следую, не христианский, не важно, там традиция, но важна цель, так? Я уехал потом в тур. Через 3 месяца, по-моему, или 4, письмо от моего друга, доктора, что диагноз снят, рака нет. Женщина стала жить, обрела смысл.